Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Когда на улице жарко, не очень хочется включать духовку, а хлеб закончился. Будем печь его на сковороде. В процессе приготовления разберем все ошибки, почему у вас когда-то не получалось, так что не пропустите. Самые обычные продукты, хороший результат. Готовим сегодня турецкую базламу. И у вас тоже получатся такие мягкие, воздушные, а главное с полостью внутри лепешки на сковороде. Обо всем по порядку. Давайте скорее начнем. Сначала активируем дрожжи, если это требуется по инструкции. Если же нет, то можете смело их сразу добавлять с мукой. На 200 граммов муки, это 10 столовых ложек с горкой, высыпаем 10 граммов сухих дрожжей, что эквивалентно 2 чайным ложкам стандартным, тоже с горкой. У меня дрожжи сухие инстантные, их необходимо развести в воде. Я сделаю опару, заодно проверим их годность. Перемешаем, вливая пока только 250 мл теплой воды. Имейте в виду, дрожжи есть разные. Берите из расчета на 1 кг муки, обычно это 10 грамм. Если в пачке 7 грамм рассчитаны они на 500 грамм, соответственно мы добавляем 2 пачки по 7 грамм. Это будет 14 грамм, надеюсь, я вас не запутала. Конечно, можно также использовать свежие дрожжи, их будет достаточно 25 граммов. Опару хорошо перемешали и оставляем теперь под крышкой на минут 20-30. Спустя это время, если дрожжи хорошие, не просроченные, опара должна заиграть, стать пышной, значит можно готовить дальше. Продукты мы сегодня точно не переведем. Ну а если такого не произошло, советую сменить дрожжи. Добавляем соль 10 грамм. Выливаем еще 550 мл теплой воды. Кстати, часть которой вы можете заменить кисломолочным продуктом, к примеру йогуртом. Только натуральным. В Турции часто делают тесто с его добавлением. Немного перемешаем, досыпаем муку частями, вмешивая тщательно каждую порцию. Кстати, сахара в тесте нет, и без него будет хороший подъем. Тесто для базламы обязательно должно быть мягким, хорошо вымешанным и слегка как бы плывучим, если можно так выразиться. Скоро покажу, как это выглядит. Это важный момент. Пока в тесто вместе с опарой добавлено ровно 1 кг муки. Начнем вымешивать. Можно использовать миксер с насадкой крюк, чтобы было намного легче, так как тесто объем большой. И только если спустя 3-4 минуты активного вымешивания тесто вот так же не отстает от стола, только в этом случае досыпаем еще муку. По этому рецепту я готовлю, конечно, уже не в первый раз, поэтому смело добавляю еще 100 граммов муки сразу. Заодно и показываю вам, что очень удобно оставлять немного муки на последний этап вымешивания именно липкого теста. Так удобнее и проще, качественнее вымешивания. Может вам и ровно 1 килограмма муки достаточно для этого теста. Важно добиться нужной структуры теста длительным вымешиванием, а не дополнительной мукой. И наконец, тесто уже совсем не остается на столе. Мука вся вошла. К рукам, конечно, все еще липнет, так как на них остатки теста. Помоем руки, совсем чуть-чуть смазываем их растительным маслом. Собираем тесто в ком. Здесь уже долго месить не нужно, так как тесто мы вымесили, оно у нас получилось однородное. Вот о чем я говорила. Первый залог успеха, пышности базламы и образования кармашка внутри – это его структура. Она должна быть плывучей. Тесто слегка растекается в стороны, но не жидкое. Тугое тесто, конечно же, не сможет образовать кармашки, потому как влаги в нем гораздо меньше. Оставляем тесто для брожения в теплом месте без сквозняков на 60 минут. Когда пройдет это время, тесто увеличится чуть больше, чем в 2 раза. Его нужно тщательно осадить.
Заметьте, что оно также по-прежнему не остается, хотя прилипает слегка, отходит хорошо. Но все равно для разделки будем использовать муку, так удобнее. Около 50 грамм на все тесто вполне хватит, а может даже и того меньше. Тесто хорошо обминаем, разделим на кусочки. Еще раз обращаю ваше внимание на тесто. Оно должно быть слегка липким, не слишком жидким и ни в коем случае плотным. Все это нарушит процесс разделения теста, не получится карманов. В тесте должно быть достаточное количество влаги. Каждый кусочек в моем случае вышел ровно 262 грамма, так как в само тесто добавлено больше 1 килограмма муки. Кусочки теста округляем и оставим их на 10 минут, чтобы они снова стали податливее и легче раскатывались. Кстати, поверхность лучше заранее присыпать мукой, либо смазать немного маслом. Так вам будет проще и удобнее снимать шарики теста перед раскаткой. Итак, настал тот самый ответственный момент, когда пора выпекать лепешки. Раскатываем их до равномерной толщины. Все большие пузыри, которые образуются в процессе, нужно лопнуть, они будут только мешать. Но уже и сейчас понятно, что тесто будет воздушным. Если делаете впервые, воспользуйтесь скалкой. Позже, когда научитесь, можно делать руками. Что касается размера лепешек, диаметр около 20 см, а толщина 1 см. Плюс-минус миллиметры не столь критично. Важно, чтобы толщина была одинаковой. Тесто, конечно же, прилипает. И чтобы удобнее было его раскатывать, подсыпаем обильно муку. Лишнюю всегда можно просто стряхнуть. Но не советую раскатывать тоньше, особенно если сковорода у вас тонкая. Тесто может просто пересохнуть, прежде чем разделиться внутри. Но и толстое тесто может пропекаться более равномерно и также может не образовать кармана. Важный момент – не делать заготовки все сразу заранее. Раскатываем примерно 2 лепешки и сразу идем их печь. Так как тесто нежное и со временем становится еще нежнее, его трудно будет перенести на сковороду, не нарушая единую толщину и форму. Могут образоваться вмятины, а это тоже плохо скажется на подъеме. Лепешку размещаем. Сковорода должна быть сильно разогрета, сухая, без масла. Я использую сковороду с толстым дном с антипригарным покрытием. Важно, еще раз повторю, не повредить ее единую равномерную толщину. Считаем до 20 и переворачиваем. Нагрев плиты максимальный, средняя конфорка. Лепешка не должна за это время снизу поджариться, она должна быть слегка сыроватой. Снова считаем до 20 и переворачиваем. На тонкой сковороде можно тоже попробовать, но здесь обязательное условие не пересушивать заранее лепешку. Нужно следить и чаще ее переворачивать. И пройдет буквально чуть больше минуты, лепешка начнет раздуваться за счет образования горячего пара внутри. Осторожно, не обожгитесь. На одну лепешку по времени примерно уходит 5-6 минут. Периодически нужно ее переворачивать. Это от самого первого момента, как вы только ее положили на сковороду, на горячую. Можно еще раз перевернуть. Важный момент – не пересушивать тесто, не пережаривать до того момента, пока оно надуется. Тесто в этом случае, когда поджаривается, просто пересыхает. Пропекается постепенно внутри и никакого кармана не получится. Пар просто не сможет уже не сырое тесто разделить. Наверное, это самый главный важный момент. Переразделение теста должно быть сыроватым, чтобы пар его легко разделял.
Лучше даже чаще переворачивать и прокручивать время от времени, чтобы низ не подгорал. Еще раз повторю все важные моменты, пока вы смотрите на процесс. Тесто должно быть мягким, плавучим, неплотным и не слишком липким. Нагрев сковороды максимальный, лучше, конечно, с толстым дном сковорода. Толщина лепешки около 1 см. Толщина равномерная, без вмятин. Заготовки перед отправкой на сковороду не держите дольше, чем 7-10 минут. Повредите форму. Переворачивайте чаще, не давая одной стороне приготовиться больше и сильнее, прежде чем другая сторона раздуется. Раздувается только влажное, не пересушенное тесто. Равномерной толщины, без вмятин. Сегодня я максимально учла все ошибки, которые могут возникнуть. Но если что-то пропустила, если у вас остаются вопросы, обязательно напишите, вместе будем разбираться. Ну а тем временем все 7 лепешек уже я испекла. Они все раздулись, все с карманами. Остужала я их на решетке, прежде чем сложить стопкой. И самое главное, лепешки очень мягкие, не резиновые. Каждая получилась с карманом и пористым нежным мякишем. Конечно, это хлебное тесто, выраженного вкуса у него булочек или какой-то сдобы нет. Но и самого привкуса дрожжевого здесь явного нет, так как дрожжей немного. Ну и по вкусу базлама в меру соленая. Готовьте с удовольствием. Если понравился рецепт, то напишите об этом, делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые рецепты. Ставьте нравится. Удачного вам приготовления. Пока!